Всем привет! Рада вас приветствовать у себя на кухне. Сегодня я украшаю очередной торт. Торт у меня уже собран, он ночь простоял в холодильнике. Внутри у меня классический шоколадный бисквит. Ссылочку на бисквит я оставлю в описании под видео. Прослойка шоколадная муссовая и прослоечка из вишни с желатином. Оформление торта я начну изначально с черновой обмазки. Это способствует нас избавлению от лишних крошек и сделает торт более стабильным и ровным. Белково-заварной крем должен быть остывшим, потому что прослойка между коржами имеет сливочную основу. Сливки натуральные, и от теплого крема они могут немножко дать течь. И поэтому, чтобы избежать каких-либо таких вот инцидентов, крем остужаем. Украшать я буду женский торт. Такой торт часто заказывают у меня для бабушек, для мам, для дам более такого преклонного, зрелого возраста. Торт у меня будет оформлен в виде корзины с тюльпанами. Тюльпаны будут нежных оттенков. Такое оформление пожелали сами заказчики. Они прислали мне фото моего же торта. Делаю вот такую небольшую кремовую горку, где будут располагаться тюльпаны. Сейчас покажу арсенал всех моих насадок для тюльпанов, начиная от средних, больших и маленьких. Есть вот такие с Алиэкспресс, ими я не очень люблю пользоваться, считаю их неудобными. Цветок получается более закрытый. Самая ходовая насадка вот такая. Вот у меня на выходе она 2,5 сантиметра и вот такая вот 2 сантиметра. Самую маленькую я использую для тюльпанов на капкейки. Самую любимую форму тюльпана я приобрела в 3 размерах. Это у меня 2 сантиметра, 2,5 сантиметра самая ходовая и 3,5 сантиметра. А работать я буду вот этими двумя насадками. На выходе они 2,5 сантиметра. Ну и сейчас хочу показать насадку «Закрытая звезда», которой я буду плести корзинку. Насадка с Алиэкспресс без номера. Хочу показать структуру своего крема, которым я работаю. Крем это белково-заварной на пектине. Мне очень нравится, как он себя ведет. Он такой не очень сильно сладкий, не приторный. Имеет такую легкую кислинку. Такой крем прекрасно окрашивается. Сейчас я буду окрашивать крем для корзинки. Цвет я выбрала пепел розы. Хочу, чтобы цвет был не очень сильно ярко-коричневый, а такой какой-то нежно-коричневый. Ну, сейчас я, наверное, покажу классическое плетение корзинки. Так, наверное, плетут все, я думаю. Сначала отсаживаем крем вертикально и затем делаем горизонтальные полоски. Затем уже на эти горизонтальные полоски опять отсаживаю вертикальную полоску, как бы их закрываю. И из отверстия как будто я вынимаю крем. Делаю вот такие вот ракушки. И теперь опять закрываю крем вертикальной полоской. И опять как будто вынимаю ракушки из отверстия. Говорю, конечно, как-то может быть неправильно, но я думаю, так более будет понятно. Чем будет больше на выходе диаметр самой насадки, тем будет более объемное плетение корзины и будет более высокий расход крема. И, соответственно, вес торта будет намного больше. Если я ограничена в килограммах, допустим, заказчик мне сказал, что торт должен весить не более 3 килограмм, то, соответственно, я уже в украшении начинаю немного, как правило, экономить крем, чтобы вес торта не был больше заявленного.
Хоть я и пеку торты на заказ 6 лет, но до сих пор не научилась и не пытаюсь даже научиться собирать торты вот прям вот грамм в грамм. Допустим, мне заказали 2,5 килограмма, и я должна грамм в грамм их сделать. Я всегда заказчиков предупреждаю, что вес торта будет варьироваться плюс-минус 500 грамм. Дальше я хочу сделать окрашивание корзинки. Я развела коричневый краситель Топ Декор. И сейчас с помощью аэрографа вот так вот окрашу немного бока торта, чтобы у корзинки немного оттенить плетение, делать его более такое какое-то реалистичное. Ну вот, собственно, в итоге что у меня получилось. Вот такая вот корзиночка. Дальше мне понадобится обычная насадка для розы с Алиэкспресс. Номера у нее нет. Белым кремом отсаживаю вот такие вот лепестки. Как будто из корзины выглядывает немного оборочка. Какая-то либо тканевая, либо бумажная. Чтобы это было празднично. Теперь открасим крем для самих тюльпанов. Взяла я оттенок фиалковый и неоново-розовый. Хочу, чтобы цвета были более нежные, поэтому расход крема минимальный. Прямо по капельке. Отсаживать тюльпаны я начну с вот такой вот насадки. Первый тюльпан я отсаживаю ровно по центру. И уже следующие тюльпаны я отсаживаю вокруг самого первого тюльпана, немного отклоняя их от центра. При отсаживании нужно, чтобы нажатие на мешок было резким. Тогда крем не будет тянуться за насадкой, и тюльпан будет открытый. В итоге, что у меня получилось? Осталось сделать листья. К оставшемуся крему от цветов я добавила немного красителя зеленого оттенка, цвет называется лаймовый, и все это тщательно перемешиваю. Хочу добиться более глубокого зеленого цвета. Также добавляю капельку коричневого красителя. Это сделает цвет более спокойным. Листья я буду делать сегодня вот такой вот маленькой насадкой. Листик галочка, она с Алиэкспресс. Кончик насадки я немного разжала. В принципе, листья можно сделать абсолютно любой насадкой. Можно просто даже срезом обычного кондитерского мешка. И у вас будут также вытянутые длинные листья. Ну вот сегодня мне захотелось так, и я делаю так. Также я посыплю тюльпаны пищевыми блестками. Их у меня несколько оттенков. Люблю я, когда все переливается и горит. Все-таки это праздник, и торт должен быть праздничным. В конце в торт я воткнула цифры. Фото я сейчас прикреплю. Ну и вот, собственно, что у меня получилось. Вот такой вот нежный праздничный торт. Прекрасно подойдет на юбилей для мамы, для бабушки. Любой женщине будет приятно разрезать такой торт на свой праздник. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, поделитесь моим видео в социальных сетях. Мне будет очень приятно, но я желаю вам всего доброго, до скорой встречи. Всем пока-пока, до новых видео.